Всем дров! Все мы прекрасно знаем Черную Мезу и Aperture Science. Это две такие научно-исследовательские компании. У каждой разная, но одинаково интересная история. В этом видео я хотел бы детальнее рассмотреть их научные достижения, неудачи, катастрофы, сравнить технологии и вообще выяснить, кто из них круче. Поэтому заваривайте чаек, берите печеньки и принимайте позу ожидания распорядителя вечеринки. Погнали! Черная Меза – это американская исследовательская корпорация, штаб-квартира которой расположена в одноименном научно-исследовательском комплексе Черная Меза в пустыне Нью-Мексико. Корпорация, по-видимому, управляется правительством Соединенных Штатов, так как можно несколько раз заметить большую печать США, а также символы комиссии по ядерному регулированию. О истории комплекса и вообще всей корпорации до событий первой части Half-Life мало что известно, хотя я думаю, там и нет ничего интересного. Комплекс Черная Меза был построен в 1950-х во время Холодной войны для запуска МБР и тестирования комплекса пусковых шахт. После он был превращен в огромный гражданский институт, занимающийся исследованиями практически во всех мыслимых областях. Некоторые районы комплекса были сильно изношены, несмотря на тот факт, что они по-прежнему использовались. Однако, на поверхности Черная Меза имела более современные конструкции. В комплексе было расположено невероятное количество подземных лабораторий и испытательных площадок, большинство которых содержит очень высокотехнологичное оборудование и даже ракету на космодроме. Именно в этом научном комплексе проводилась большая часть исследований. Исследовательские работы велись в различных областях, начиная от вполне стандартных научных исследований до радиации, ракетостроения, теоретической физики, лазеров, экспериментальных двигателей, гидравлики, робототехники, генетики, зоологии и большего спектра исследований в области химии и физики. Кроме открытых исследований, имеются также засекреченные проекты, как, например, разработка высокотехнологичного оружия и защитных систем, изучение темной материи, исследование межпространственных путешествий, телепортации и параллельных измерений, в частности, изучение Зена. Одно из самых узнаваемых достижений комплекса является защитный костюм HEV. Это закрывающий все тело защитный костюм, разработанный в Черной Мезе для защиты ученых, работающих в опасных условиях. В основном его носит Гордон Фриман на протяжении большей части серии Half-Life. Костюм позволяет Гордону выдержать те травмы, которые были бы для него смертельными. А это модуль дальних прыжков, устройство, представляющее из себя некий аналог реактивного ранца. Модуль позволяет осуществлять большие прыжки в длину, что очень полезно для перемещения в пограничном мире. Основной областью исследований в Черной Мезе была телепортация. Ученые Черной Мезы изобрели порталы, которые могли использоваться как для перемещения человека на Земле, так и для путешествия в пограничный мир Зен. Поэтому порталы комплекса использовались в основном для транспортировки ученых в пограничный мир, для исследований и анализа. Перемещающая пушка или просто перемещатель – переносное телепортационное оружие, разработанное Черной Мезой до каскадного резонанса. У перемещающей пушки есть два разных режима. Первый создает поле смещения перед пользователем, позволяя телепортировать один объект. Альтернативный режим создает портал за излучателями, телепортируя пользователя с оружием и нанося значительный урон всем, кто находится поблизости, прямо перед тем, как произойдет телепортация. Механизм данного оружия до сих пор остается загадкой. В мае 2000-х в комплексе Черная Меза проводят эксперимент, результат которого становится катастрофическим. Происходит каскадный резонанс. Он становится причиной пространственного разлома между Землей и миром Зен. Грубо говоря, дел ученые Черной Мезы наделали немало. Каскадный резонанс почти разрушил Черную Мезу и породил множество портальных штормов, которые привлекли внимание Альянса к Земле. Это стало причиной 7-часовой войны и последующей оккупации. С Черной Мезой разобрались, теперь стоит поговорить об Aperture Science, история которой, мне кажется, более насыщенная и интересная, так как это все-таки частная компания, в отличие от Черной Мезы. Aperture Science, располагающаяся в Соединенных Штатах научно-исследовательская лаборатория. Компания являлась серьезным конкурентом исследовательского центра Черная Меза, который также вел разработки в области мгновенного перемещения. Исследования Черной Мезы были сконцентрированы на телепортации, в то время как Aperture Science, так называемая лаборатория исследования природы порталов, занималась альтернативной технологией, использующей червоточины. История Aperture Science началась в 1947 году, когда Кейв Джонсон основал Aperture Pictures для производства занавесок. С 50-е по 70-е компания производила в основном душевые занавески, которые пользовались большим успехом, делая Кейва Джонсона миллиардером. Уже тогда начинались разработки первой портальной пушки, которая изначально называлась портативно-квантово-туннельное устройство Aperture Science.
Портальная пушка — это экспериментальный инструмент, используемый для создания двух порталов, через которые может пройти объект. Порталы могут быть размещены только на поверхности, содержащей лунный камень. Путешествия через порталы совершенно безопасны, в отличие от самого устройства создания порталов. Первая версия оказалась слишком громоздкой для эффективного использования, в то время как портальные поверхности были смертельно опасными для перемещения через порталы. Как я уже говорил ранее, в знакомой нам черной мезе, конкурирующей с Aperture Science в области мгновенных перемещений, в свое время было изготовлено похожее устройство для создания порталов. Однако принцип работы устройства отличался, поскольку пушка вызывала неуправляемое перемещение между Землей и миром Зен. Изначально только самые выдающиеся личности были выбраны для тестирования, но после инцидента с исчезновением нескольких астронавтов в 1968 году, Aperture Science сосредоточилась на вербовке бездомных людей для тестирования. Начиная с 1976 года, Ким Джонсон подозревает черную мезу в шпионаже и краже нескольких изобретений. В 1986 году Aperture Science узнает, что черная меза работает над аналогичной технологией порталов. В ответ на эту новость начинается разработка GLaDOS. Спустя 10 лет разработки, GLaDOS стала более-менее функциональной, поэтому компания переключилась на изучение генетической формы жизни. Спустя пару лет Aperture Science выпускает проталкивающий гель для публики в качестве помощи в диете. Это был провал для Aperture Science. В том же году выпускается новая форма для отталкивающего геля, и это тоже был провал. Также в это время несколько раз на всякие мероприятия и от нечего делать активировали GLaDOS, и в какой-то момент это обернулось катастрофой. В 2000-х GLaDOS была активирована в честь одного из мероприятий. В течение 2 пикосекунд она заблокировала весь комплекс и убила почти всех ученых с помощью нейротоксина. Затем GLaDOS начала постоянный цикл тестов с пленными сотрудниками Aperture Science. Вскоре после этого GLaDOS была оснащена модулем морали. Оставшиеся сотрудники продолжили работать, как они говорили, по 20-летнему плану. Aperture Science принадлежит исследовательский корабль Борей, который содержит очень мощные и опасные технологии. Лаборатория работала над перспективным проектом, но спеша обогнать черную мезу в попытке получить грант, ученые пренебрегли стандартными мерами безопасности, в результате чего произошел мощный выброс энергии. Связь прекратилась, и корабль просто исчез с частями его сухого дока, заработав почти легендарный статус. Именно принятые в лаборатории в стремлении обогнать черную мезу рискованные решения привели к выходу компьютера GLaDOS из-под контроля, а также к исчезновению ледокола Борей. Тем не менее, в какой-то момент лаборатории исследования природы порталов удалось достигнуть значительных успехов и превзойти своего оппонента, о чем свидетельствуют графики, которые можно увидеть при прохождении первой части Portal. Теперь стоит сравнить эти две научные компании и выяснить, кто из них больше изобрел, а кто больше накосячил. Компания Aperture Science начала свой долгий путь с продажи душевых занавесок и за полвека создала огромное количество невероятных изобретений, внесла большой вклад в изучение природы порталов и, скорее всего, даже опередила в своих технологиях черную мезу. Можно, конечно, еще осудить черную мезу за шпионаж и краш нескольких изобретений, но это с большой долей вероятности просто догадки Кейва Джонсона. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Ошибки у Aperture Science также случались, начиная от бесполезных и провальных изобретений, заканчивая пропавшим Бореем и связанной с GLaDOS катастрофой. Но несмотря на неудачи, лаборатория продолжала создавать что-то новое. Да блин, она даже после вторжения Альянса на Землю не перестала работать. На мир компания уж тем более никогда негативно не влияла, в отличие от своего конкурента. Черная меза – это огромная исследовательская корпорация. В стенах гигантского комплекса, кажется, изучались все научные области, от вполне стандартных научных исследований до изучения межпространственных путешествий, пограничного мира Зен и телепортации. Весьма солидно. С таким арсеналом исследований черная меза могла Aperture Science просто сожрать и не заметить, но из-за серьезных ошибок и просчетов своими технологиями она больше навредила, чем принесла пользу. Aperture Science тоже довольно часто пренебрегали простыми мерами безопасности, но у них это никогда не перетекало в проблемы глобального масштаба. Ведь всего одним экспериментом ученые черной мезы сначала познакомили весь мир с флорой и фауной Зена, а после обрекли Землю на захват Альянсом. После такого анализа можно прийти к выводу о том, что Aperture Science все-таки превосходит своего конкурента. Это проявляется как в опережающих черную мезу технологиях и изобретениях, так и в глобальном влиянии на весь мир. Хотя, возможно, в каком-то моменте я был немного субъективен. Сравнивать Aperture Science и черную мезу довольно трудно, нужно учитывать все мелочи. Обе научные компании в чем-то хороши и плохи одновременно. Сценаристы Portal и Portal 2 вообще говорили, что конкуренция между Aperture Science и черной мезой выглядела как соперничество снобов против разгильдяев.
А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях. Также в описании много-много ссылок, на которые стоит потыкать. Всем удачи и всем пока.